Всем привет! Сегодня маринуем селедку самым вкусным маринадом, по моему мнению. И когда вы попробуете замаринованную селедку таким способом, она вам покажется в разы вкуснее красной рыбы. Итак, 2 штуки селедки, вес не важен. Нужно отрезать голову, хвост и все плавники. Их нужно будет хорошо выпотрошить и вымыть все внутренности. Затем из этих селечин вынимаем хребет и все кости и делаем филе. Как вы видите, я разделал 2 селечины на 4 вот таких вот филешки. Шкуру тоже снимал. Затем каждую вот эту филешку мы нарезаем на полоски. Толщина полосок должна быть примерно по 2 сантиметра, плюс-минус. Нарезанную кусочками селедку отставляем пока что в сторонку. Далее берем 3 небольшие луковицы, и все их нужно будет нарезать на полукольца. Смотрите, чтобы толщина полуколец была не слишком большая. Ну а теперь приступаем к приготовлению самого вкусного маринада. Берем небольшую кастрюльку. В нее отправляем чуть меньше, нежели столовую ложку соли, небольшую горстку зерен кориандра, примерно 20-25 штук, 10-12 горошин черного перца и примерно столько же душистого перца. Одну гвоздику, ее будет достаточно. Еще я сюда отправляю пол чайной ложки смеси разных перцев. Затем в эту же кастрюльку мы отправляем 4 столовые ложки томатного соуса, либо же кетчупа. Что вам больше нравится, то и добавляйте. Также сюда нужно добавить 1 чайную ложку острой горчицы, 1 столовую ложку с горкой натурального меда. Его можно заменить сахаром, но поверьте, так вкусно, как с медом, не будет. Далее в эту кастрюльку нужно будет добавить еще 60 грамм яблочного уксуса. Если нету яблочного, можно добавить обыкновенный столовый, но в 2 раза меньше. И в самом конце в эту же кастрюльку нужно отправить 120-130 грамм подсолнечного масла. Дальше, друзья, отправляем кастрюльку на огонь и постоянно помешивая, доводим все до кипения. Самое главное, чтобы жидкость не закипела, только хорошо прогрелась, все продукты хорошо смешались и очень хорошо растворился мед. Ну и вот посмотрите, еще у нас ничего не кипит, по краях кастрюльки как будто бы уже начинает что-то булькать, и в это время нам нужно будет все снять с огня. Отставляем все в сторонку и дадим остыть всему до комнатной температуры. Маринад не должен быть горячим. Итак, мариновать сегодня я все буду вот такой вот литровой банке. Вы можете использовать любую посуду, которая для вас более удобна. На дно банки отправляем небольшое количество лука, таким образом, чтобы полностью все дно банки было покрыто луком. Наверх на лук отправляем 1 лавровый листочек. Наверх на лук отправляем немного селедки, так чтобы селедка покрыла полностью весь лук. Затем берем уже остывший маринад и добавляем в банку 3-4 столовые ложки маринада, так чтобы маринад полностью покрыл все, что у вас сейчас есть в банке. Ну и как вы уже поняли, в такой вот последовательности нужно заполнить полностью всю банку. Дальше закрываем банку крышкой, отставляем банку в холодильник, пускай все маринуется ровно 1 сутки, можно чуть больше. А дальше мы посмотрим, что же у нас получится. Итак, друзья, прошли ровно сутки. Достав банку из холодильника, такое ощущение, что маринаду стало намного меньше, как будто бы селедка с луком впитали его в себя. Но самое главное, получилось все так вкусно, что все, что есть в той банке, можно скушать одному человеку. Я уверен, что если вы поставите такую селедку на стол, сметут все под ноль, будут просить добавку и даже будут просить рецепт. Потому что и лук, и селедка обалденно вкусные получаются. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Рекомендую вам попробовать такую селедочку. И прежде, нежели писать в комментариях, что я сделал то не так, вначале сделайте, а тогда только напишите, что я сделал не так. Потому что в этом рецепте я уверен на все 1000%, что это самый крутой маринад для селедки, который есть на просторах YouTube. Оценивайте ролик, комментируйте. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!